Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. Тема этого видео – косая бейка. Без лишних слов начнем. Чтобы получить хороший результат в итоге, бейку нужно делать строго под 45 градусов. А для начала мы создаем угол 90 градусов. На моей линейке есть разметка, четко 45 градусов. Определяем желаемую ширину бейки. Учитывайте, насколько плотная ваша ткань, которую вы хотите обрамить. Если она слишком плотная, допустим, 2 мм в ширину, то бейка в результате может уменьшиться на эти пару миллиметров. Перед обрабатыванием изделия лучше протестируйте на образце. Я буду делать бейку шириной 3,5 см. Обращайте внимание на ткань, из которой вы делаете бейку. Если она эластичная, то в процессе изготовления при малейшем растягивании она может сузиться. Вырезаем. Можете проводить линии для изготовления бейки по всему периметру ткани. Мне для моего изделия нужна бейка всего чуть больше метра. Соединяем бейку. Сразу проверяем, ровная ли она и одинаковая ли она ширины. Если эти края не идеально совпадают, то нужно переделать. Иначе в готовом виде хорошего результата не получится. Мои края совпадают, бейка ровная, так что можно переходить к следующему этапу. Для удобства соединения бейки начертим себе линии пришивания. 5-7 мм достаточно. Я сделаю на ширину лапки, это 7 мм. На этой линейке у меня также есть удобная разметка 3, 5, 7 мм. Линейки с удобными разметками очень упрощают работу. Соединяем эти детали, ориентируясь строго по разметке, а не по краю бейки. Отворачиваем одну бейку, ложится она таким образом. Уравниваем края и смотрим, чтобы наша прорисованная линия совпадала четко с крайней линией второй детали. Образовывается уголок 90 градусов. Также и здесь. Фиксируем детали. Стачиваем эти детали, прокладывая прямую строчку четко от уголка к уголку. Так выглядят наши соединенные детали. Эти кончики нужно срезать, и можно сделать это под углом. Припуски разутюживаем. Идем на утюг. Формируем бейку. Это можно сделать разными способами, например, с помощью иголки. Ширина вставленной иголки должна быть на 1-2 мм больше половинной ширины нашей бейки. Например, моя бейка 3,5 см в ширину, то есть в половину она будет равна 1,75. Ширина иголки должна быть не 1,75, а 1,9. Это нужно для того, чтобы впоследствии сложить бейку в 4 слоя. А если оставить ширину иголки четко равную половинной ширине нашей бейки, то края по центру будут соприкасаться. И при сгибании в 4 слоя либо эти края сместятся, либо края, которые внутри, загнутся. Как формировать бейку с помощью иголки? Втыкаем иголку, а здесь оставляем расстояние 1,9, как я сказала для моего случая. Сгибаем нашу бейку и протягиваем ее под иголку. Как видите, внутри по центру края нашей бейки не соприкасаются. Вручную помогайте формироваться бейке и следите, чтобы края загибались одинаково. Это один из вариантов формирования бейки. Он не самый удобный, по крайней мере для меня. Я же предпочитаю для формирования бейки использовать одно из таких приспособлений. На дне каждого из этих приспособлений есть цифра, здесь 25. Это означает, что ширина бейки на выходе будет равна 25 сантиметров.
Чтобы знать, какую ширину брать изначально, нужно умножить 25 на 2. Внутри этих приспособлений есть перегородка в форме буквы Т, которая и формирует нашу бейку, оставляя при этом по центру небольшое расстояние, чтобы края бейки не соприкасались. Для моей бейки было бы логично использовать вот этот вариант. Здесь 18 мм на выходе получается бейка. То есть изначально ее нужно было изготавливать шириной в 36 мм. У меня 35, но это не критично. Но я пользуюсь этими приспособлениями достаточно давно и знаю их некоторую особенность. Из-за того, что выход у нас достаточно широкий, по краям есть закругления, которые на выходе добавляют нашей бейке примерно по 3 мм с каждой стороны. Поэтому я буду использовать не вот это приспособление 18 мм, а вот это 12. Но для наглядности покажу, как это выглядит, если использовать вот это приспособление. Продвигаем нашу бейку с помощью иголки. Здесь по центру получается слишком большое расстояние между нашими краями. Просто продвигаем наше приспособление и формируем бейку с помощью утюга. Следите за тем, чтобы края бейки загибались одинаково. Здесь на выходе изначально края бейки слегка заходят друг на друга, но при продвигании бейка по центру раскрывается. И вот что мы получаем на выходе. За кадром я закончу формировать свою бейку. И в следующем видео покажу, как пришивать бейку и обрамлять ею разные углы на необычном изделии. Учитывайте, что любая косая бейка, даже если она изготовлена из неэластичной ткани, будет тянуться, так что сильно ее не тяните при формировании. Иначе она деформируется, ширина будет уже, чем вам нужно. Последний этап формирования бейки – это ее сворачивание в 4 слоя. Можно свернуть бейку в 4 слоя, уравнивая края, но я соединю бейку так, чтобы один край на 1 мм выступал. Зависит от того, каким образом вы хотите пришить вашу бейку. Так. Сторона, где 1 мм выступает, будет находиться с изнаночной стороны. Так бейку пришить будет удобнее. Так выглядит наша бейка в готовом варианте. Так она выглядит на стыке наших деталей. Почему бейку стоит пришивать именно по диагонали? Потому что если бы мы пришили ее под углом 90 градусов, в этом месте образовывалась бы совершенно непомерная толщина. Бейка, сложенная вчетверо, состоит из 4 слоев. Здесь на соединении она состоит из 6 слоев. Если бы мы пришили ее под углом 90 градусов, здесь бы было 8 слоев. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайк и будьте стильными!